Журнал Forbes называет это место в Таиланде раем для экспатов. Королевская семья из года в год приезжает сюда отдыхать. Этот город считается самым чистым и безопасным в Таиланде. Что это за место? Это Хуа Хин. Сегодня я познакомлю вас с этим курортом и покажу, в каких необычных комплексах живут люди, выбравшие Хуа Хин для долгосрочного и краткосрочного проживания. Хуа Хин не такой известный курорт, как Пхукет или Паттайя. Зачем же сюда ехать? Назову 10 вещей, которые я особенно люблю в Хуа Хине. Пляж. Главный пляж Хуа Хина – отличное место для отдыха и прогулок. Он широкий, длинный, чистый и красивый. Большой глубины у берега нет, поэтому Хуа Хин особенно любят семьи с детьми. Чистота. Хуа Хин называют королевским курортом Таиланда, потому что это любимое место отдыха королевской семьи. Широкие тротуары, чистые улицы, ухоженный вид. Здесь приятно жить и отдыхать. Инфраструктура. Хуа Хин – развитый современный курорт. Тут есть торговые центры, рестораны отличного уровня, красивые бары, детские центры и школы, госпитали и так далее. Атмосфера. Тут вряд ли встретишь любителей ночной жизни и сомнительных развлечений. Хуа Хин облюбовали семьи с детьми и состоятельные пенсионеры. Здесь очень спокойно и безопасно, но совсем не скучно. Кстати, даже Forbes называет Хуа Хин раем для экспатов. Природа. Несмотря на всю свою развитость и отличную инфраструктуру, Хуа Хин не потерял тропическую атмосферу. Тут идеальный баланс городской и природной среды. Классный аквапарк. Одна из причин приехать в Хуа Хин – парк водных развлечений, который считается одним из лучших в Таиланде. Современные жилые комплексы. Многие приезжают в Хуа Хин отдохнуть, влюбляются в него и остаются здесь жить. Оно и понятно. Квартиры на берегу моря в Таиланде в комплексах с инфраструктурой пятизвездочных отелей стоят дешевле, чем вы думаете. Развлечения для всей семьи. Любите красивый отдых? В Хуа Хине можно арендовать яхту, поужинать на берегу моря, сходить в хороший спа-салон. Приехали отдыхать семьей? Ваш ребенок точно оценит местный зоопарк с милыми зебрами, туканами, слонами, фламинго и смешными поросятами. Можно покормить животных и привезти из Хуа Хина классные снимки с жирафами, ламами и другими обитателями сафари-парка. Фудкорты в европейском стиле. В Хуа Хине сразу 2 ночных рынка, которые отличаются чистотой и разнообразием еды из разных уголков мира. Классные отели. Тут легко спланировать отличный отдых по приятным ценам даже в разгар туристического сезона в Таиланде. Загляните на мой канал, я часто снимаю обзоры интересных отелей. А сейчас я покажу вам необычные жилые комплексы, в которых можно снять квартиру. На это любопытно посмотреть, потому что каждый из них чем-то уникален. В Хуа Хине я уже не в первый раз. На этот раз решила остановиться в Кондо Марракеш. Под каждым моим видео из Таиланда, где я показываю квартиру, в которой остановилась, я всегда оставляю контакт либо хозяина, либо агентства, через которое арендую квартиру. В Хуа Хине я уже не первый год доверяю MM Group и даже лично знаю владельцев этой компании Сергея и Анастасию. У них просто прекрасный сервис, они всегда очень внимательно относятся к каждому гостю. Посмотрите, каким стартовым набором встречают всех гостей. Это не потому, что я блогер, так действительно встречают абсолютно всех. Если вы посмотрите их отзывы, вы в этом убедитесь. Здесь стартовый набор, гигиенические принадлежности, вода, небольшой перекус. Также есть вот такая вот коробочка для тех, кто отдыхает с семьей.
Тут детский набор, очень много приятных мелочей. А в холодильнике вас ждут свежие фрукты. Когда вы приезжаете, вас встречает русскоговорящий менеджер. Он совсем помогает, процесс заселения очень простой, всегда проводит вас в квартиру, подскажет, что где находится, ответит на все вопросы, даст полезные советы. Это не какая-то проплаченная рекламная интеграция, я действительно пользуюсь услугами этого агентства уже не первый год. Если вас тоже интересует аренда или покупка недвижимости в Хуахине, то в описании под видео я оставлю вам контакт. Квартиры сдаются со всем необходимым – постельное белье, полотенца, посуда и так далее. Я забронировала апартаменты с одной спальней, но тут есть квартиры и большей площади. Марракеш Резиденс – это, пожалуй, самый популярный кондоминиум в Хуахине, по крайней мере, среди русскоговорящих туристов. Это любимое место семей с детьми. Тут шикарные бассейны, водная горка и, самое главное, прямой выход на пляж. Рядом с морем на небольшой возвышенности есть газон с шезлонгами для отдыха. Жителям комплекса доступен тренажерный зал. За территорией кондо следит большой штат сотрудников, посторонние сюда не попадут. Здесь чисто, красиво и безопасно. Марракеш, Хуахин и все остальные жилые комплексы, которые я покажу, находятся рядом с главным пляжем Хуахина. Тут светлый песок и чистая вода. Я особенно люблю этот пляж с мая по октябрь. В этот период на Пхукете дожди и волны, а в Хуахине просто рай. И нет толп туристов. На мой взгляд, это лучший период для отдыха в Хуахине. Марракеш – это не просто жилой комплекс для отдыха в Таиланде. Живя здесь, вы будто попадаете в дружное сообщество. Особенно это касается детей. Кажется, они тут все друг с другом знакомы. Время от времени здесь проходят разные интересные активности. Например, в июне я застала необычные мероприятия от Group – бесплатную олимпиаду для детей. Масштабное мероприятие включало в себя соревнования, фуршет, даже фаер-шоу. Настоящий подарок для детей и их родителей. Следующий жилой комплекс, который я вам покажу, называется Кабанас Хуахин. Он считается относительно бюджетным и находится примерно в 5 минутах ходьбы от моря. Это свеженький кондоминиум с приятной территорией. Она компактная, уютная, очень зеленая. В центре 2 бассейна и симпатичные зоны отдыха. Здесь красивые общественные зоны, современный тренажерный зал, отличная детская комната. Уточню, что при аренде квартиры в любом из комплексов, которые я показываю, можно пользоваться всей их инфраструктурой без доплат, в том числе парковками. В Кабанас Хуахин можно снять или купить разные квартиры, от студий до отдельных вилл с выходом в собственный бассейн. Рядом с этим кондо находятся популярные вечерние фудкорты Хуахина – Цикада и Тамаринд. А теперь поговорим о сегменте премиум. Знакомьтесь, жилой комплекс Intercontinental Residence Хуахин. Если обычные жилые комплексы имеют инфраструктуру 5-звездочных отелей, то элитные, такие как Intercontinental, могут похвастаться еще и соответствующим сервисом. Когда я здесь жила, я не могла привыкнуть к тому, что нахожусь не в отеле, а в жилом комплексе. Просторная зеленая территория, множество бассейнов, в том числе гидромассажный с видом на море, шикарные зоны отдыха, переговорные комнаты, частный пляж с белоснежным песком и прямой выход к морю.
Даже не представляю, насколько счастливы люди, которые живут здесь всегда. Для детей тут есть скалодром, а для взрослых отличный тренажерный зал и сауна. Здесь я арендовала квартиру с прямым выходом в бассейн. Конечно, тут есть разные варианты, от однокомнатных апартаментов до пентхаусов. Я жила здесь всего неделю, но успела проникнуться атмосферой этого элитного жилого комплекса. Здесь красиво и спокойно. Интерконтиненталь – это место под стать королевскому Хуахину. А этот жилой комплекс удивил меня больше всего. Такого я, пожалуй, еще не видела. Ни в Таиланде, ни где-либо еще. Он находится примерно в 10 минутах ходьбы от моря. Его название – Веха. С крыши комплекса открывается шикарный вид на Хуахин. Им можно любоваться прямо из джакузи. Еще одна фишка – открытый кинотеатр. Лежишь в уютной кабинке и смотришь фильмы на проекторе. Этот элитный жилой комплекс с инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля выглядит очень эстетично. Кроме того, он функциональный. Тут есть библиотека, коворкинги, игровая комната с бильярдом, кикером и настольными играми. Арендовал тут квартиру и пользуешься всем без доплаты. Конечно, тут есть тренажерный зал, а игровая комната – мечта любого ребенка. Еще тут есть парковка, многочисленные зоны отдыха, в том числе у бассейна, и даже общественная кухня, которую можно забронировать, чтобы встретиться с друзьями или провести небольшое мероприятие. Самое интересное, на мой взгляд, бесплатный доступ в один из лучших аквапарков Таиланда – Вананава Water Jungle, расположенный по соседству. Я в нем была, он по-настоящему классный. Тут весело и детям, и взрослым. Я делала обзор этого аквапарка. Оставлю ссылку под видео, посмотрите. В жилом комплексе Веха есть еще одна интересная фишка. Абсолютно все квартиры здесь с видом на море. Можно арендовать хоть студию, хоть дуплекс. Тут много вариантов. В этом комплексе меня никогда не покидало ощущение, что я нахожусь в дорогом отеле. Необычный опыт. Напишите в комментариях, какой из этих жилых комплексов больше всего понравился вам. А если вас заинтересовала покупка или аренда недвижимости в Хуахине, пишите мне в Телеграме, я поделюсь полезным контактом. Ставьте лайк, я буду вам очень благодарна за поддержку этого видео. До новых встреч!